Всем привет, с вами Вика, и сегодня я хочу записать особенное видео про какие-то моменты, связанные с новорожденным, которые меня удивили, которые взволновали, наверное, да, меня в какой-то момент, вот, и я думаю, что это видео будет полезно для мам, вот, особенно если это ваша первая, да, как бы беременность, первый малыш, и все будет, как бы, да, в новинку, какие-то моменты, возможно, вас тоже взволнуют, вот, у меня здесь как раз рядышком лежит моя сладкая булочка. Вот, и пока она как раз ведет себя спокойно, не капризничает, вот, я надеюсь, что я запишу полностью это видео. В общем, хочу записать видео про какие-то особенности новорожденного, с которыми я столкнулась за эти 2 месяца, про какие-то моменты, которые у нас возникали, и, может быть, у вашего малыша будет что-то похожее, что-то, может быть, тоже вас взволнует, беспокоит, либо будет просто чисто интересно. В общем, если вы заметите у вашего малыша что-то похожее, вот, то стоит ли волноваться или нет, вот я надеюсь, что я в этом видео смогу доступно как-то, да, вам рассказать. Ну, либо, если, допустим, вы уже давно мама и столкнулись с какими-то тоже моментами, с чем-то удивительным, с чем-то необычным столкнулись вы на протяжении всего этого времени, вот делитесь в комментариях, тоже будет интересно почитать. Может быть, это кому-нибудь, кто тоже смотрит это видео, будет полезно. Я постараюсь сопровождать все это каким-то видео, либо, может быть, фотографиями, чтобы это было более наглядно, вот. Так что давайте начнем. Хочется начать с покраснения кожи. В первые, наверное, где-то неделю или полторы жизни малышки, вот, Эми, я столкнулась с тем, что, допустим, если я ее кормила, и она прилегала плотно ко мне, то после кормления у нее часть тела, да, становилась такой красной. Вот, это реакция, на самом деле, на окружающую среду, потому что в первые недели жизни все это в новинку для малыша, да, он привыкает к окружающей среде, поэтому может быть какая-то такая реакция кожи на вообще обстановку, которая окружает. И вот эти покраснения, они совершенно нормальные. Я еще на всякий случай уточняла тоже у педиатра, нам говорили, что все окей, как бы это нормально, беспокоиться не стоит. Буквально, наверное, где-то через 1,5 недели это, естественно, все прошло, вот, и уже какой-то такой реакции ни на меня, ни на окружающую среду уже не было. Вот, поэтому насчет этого тоже не стоит волноваться, но для меня это было удивительно, я не знала, что я с таким столкнусь, что как бы, да, будет нечто подобное. Плюс, как только малышка родилась, прямо вот в первые сутки ничего такого подобного не было, и это возникло, наверное, где-то на 3-й сутки. Поэтому из-за того, что это возникает не сразу, тоже возникают какие-то эквивалентные мысли, вот, поэтому не стоит с этого волноваться, вот, это совершенно нормально. Давайте перейдем дальше, тоже близкая, наверное, да, ситуация к тому, что я перечислила, тоже как такая небольшая сыпь, которая возникала у нас в определенные условия, то есть она возникала именно после кормления, были прямо конкретные точки, которые каждый раз, когда я кормила малышку, вот, они прям вот краснели, то есть это были прям какие-то определенные точки, вот я не знаю, как это вообще, ну, возможно, я не помню точно, педиатр как-то их назвала, вот, но я не запомнила, к сожалению, вот, но это тоже совершенно нормально, это проходит тоже через, наверное, где-то 1,5 недели, то есть это уже не было, вот, я так поняла, что это тоже такая реакция, да, на новую пищу, на тоже новую окружающую среду, вот, поэтому, то есть как бы организм малыша, он ко всему привыкает, поэтому такие моменты могут возникнуть, вот, и за них волноваться не стоит. Потом здесь, наверное, вы уже слышали, знакомая фишка, это укус аиста или поцелуй ангела. Вот, у малышки есть и то, и другое. Укус аиста обычно называют такие красные пятна, которые возникают на затылке у малыша, а поцелуй ангела это отметины такие на глазу. Вот, у меня есть у Эми и на затылке такие красные пятна, и на правом глазике у нас тоже есть такое небольшое пятнышко, вот, оно периодически становится ярче, периодически бледнее, вот, но из-за этого тоже не стоит переживать, это совершенно нормально для младенцев, и насколько я поняла, что это где-то, когда им будет годик или 2, это, скорее всего, должно исчезнуть. Вот, это как такая особенность сосудов, вот, поэтому тоже не стоит из-за этого волноваться, переживать. Это как-то ее особо не беспокоит, это, наверное, больше беспокоит мам. Совершенно нормальная особенность младенцев. Вот, не у всех бывает, но встречается. Прыщики новорожденного возникли у нас, наверное, где-то через 1,5 недели. Сначала появились на лбу, потом перешли на щечки. Обычно советуют вообще ничего не делать, что сыпь придет сама. Но у нас здесь достаточно такая вода, которая сушит кожу, вот поэтому я решила на всякий случай ей помазать, и у нас они достаточно быстро прошли. Вот мазала я таким вот кремом от La Roche, таким вот кремом от La Roche-Posay.
моментально увлажняет, успокаивает сухую кожу, уменьшает зуд и раздражение. Вот. Я решила на всякий случай намазать, плюс у нас было небольшое шелушение тоже на ножках, на ручках, вот, я тоже мазала именно вот этим вот кремом, и на следующий день буквально, опять же таки, все шелушения тоже проходили, и вот сыпь, сначала у нас, когда возникла на лбу, я помазала на лбу, буквально тоже через день она прошла, и на щечках тоже, когда появилась, я сначала не мазала, вот, поэтому я так понимаю, что не знаю, эффект ли это крема, либо все-таки нет, либо она прошла сама, вот, но на щечках она держалась чуть дольше из-за того, что я как раз не мазала, вот, потом помазала как раз, и она буквально сразу же тоже прошла, вот, возможно, помог крем, может быть, просто само прошло, не знаю, вот, но, по крайней мере, так кожа была более увлажненная, вот, мне кажется, было лучше, потому что все-таки вода у нас здесь, я личико протирала, малышки, да, и кожа становилась посуше. Что у нас было еще? У нас была еще тоже в Аргентине очень жарко, здесь как раз мы появились летом, вот, поэтому мы ходили в бодиках, я старалась ее не как бы одевать так, чтобы было прям совсем вот ей жарко, вот, старалась одевать попрохладнее, но при всем при этом все равно есть складочки, вот, сгиб рук у них тоже, да, как они еще не привыкли расслабляться, вот, поэтому в изгибе рук и в дешеве у нее периодически были, да, покраснения. Я старалась просто чаще протирать чистой водой и опять же таки пользовалась вот этим вот кремом, вот он тоже как раз увлажнял кожу, и у нас тоже буквально сразу же тоже вся вот эта вот как потница она проходила. В общем, я старалась как-то так за ней ухаживать, тоже наблюдала, чтобы прям вот этот момент не запускать. Но у нас в любом случае потница была в легкой форме, то есть чего-то такого прям вот ужасного у нас не было. Подгузник крем я вообще не использовала, у нас как-то, не знаю, все с этим было хорошо, ничего, каких-то покраснений не было, вот, при том, что я ее не всегда выкладывала голопопец. Вот. Давайте расскажу еще про желтуху. У нас перед тем, как выписать нас из роддома, у нас смотрели как раз билирубин, он был чуть повышен, но не настолько, чтобы как-то сильно беспокоиться, чтобы нас задержали в госпитале. Вот. Мы нигде под лампами не лежали, у нас просто как бы этот показатель наблюдался вот у педиатра. И я уже потом на всякий случай тоже почитала, что это физиологическая желтуха, что это нормально тоже для новорожденных, тоже бывает не у всех, но наблюдается. Обычно она усиливается на 4-5 день, и действительно у нас, я замечала, да, по цвету кожи, на 4-5 день, наверное, был как раз максимум, и потом она уже идет на спад, и вот сейчас вообще уже ничего нет. Вот, поэтому не стоит тоже волноваться из-за этого. В общем, такая желтуха это нормально, главное, чтобы она действительно шла у вас на спад, вот, чтобы вы замечали, как бы, что ничего как бы сильнее не становится, вот, и обязательно наблюдайтесь тоже у педиатра. У нас тоже был плановый поход к педиатру, и он как раз тоже отметил, что желтуха идет на спад, что все окей в этом плане. Потом, наверное, одна из самых пугающих вещей, с которой я столкнулась, и вот это точно не у всех бывает, это индивидуальная реакция. Если вы не отказываетесь от прививок и, в принципе, да, делаете их, вот эти вот первые 2 прививки при рождении малыша делают практически все. Речь идет о прививке БЦЖ, и я совершенно не знала, что, возможно, как бы, да, какая-то такая реакция. Столкнулась с этим впервые, вот мне никто как бы такому не сообщал, у меня такого не было, вот мама мне тоже, как бы я у мамы уточняла, вот у меня какой-то подобной реакции не было. Нам сделали прививку БЦЖ, и буквально сразу никакой реакции не было, вообще ничего заметного на руке у нее не было. И мы про нее, в принципе, да, как бы и забыли. То есть я даже не помнила, на какой руке, как бы, да, в какую руку ее делали. Но не тут-то было. В какой-то момент она уже как бы напомнила о себе. Возник такой, как некий прыщик на руке, и я сначала думала, что, может быть, это как бы кто-то укусил просто-напросто. Он становился таким более плотным, вот, то есть возникает как уплотнение, затем это уплотнение сменяется таким как бы гнойным пузырьком, и он должен как бы лопнуть, должен выйти этот гной, и потом как останется такой небольшой рубец. Настолько яркая реакция бывает не у всех, но она возникает, это тоже предел нормы. Нужно наблюдать, чтобы вот этот, да, вот прыщик с нагноением, чтобы он был не больше 1 сантиметра. То есть обязательно следите, потому что если больше, то это как бы уже нормально, нужно идти к врачу. Есть специальный врач, который занимается как раз такой вот реакцией на прививку. Вот, то есть ни в коем случае не запускайте, лучше на всякий случай проконсультируйтесь у педиатра. Вот я сразу же, как у меня возникли какие-то такие подозрения о том, что, может быть, это что-то с прививкой, плюс я еще как бы, да, не знала в деталях, не разбиралась. Вот я на всякий случай тоже прислала фотографию педиатру, спросила у него, ну, как бы, нормально ли это, что как. Вот, он сказал тоже не волноваться, наблюдайте и, как бы, смотреть, чтобы тоже было, естественно, не больше 1 сантиметра. Если
такое вот уплотнение, такое покраснение, да, в пределах 1 сантиметра, лишний раз беспокоиться не стоит. Нужно следить. И опять же таки следите, чтобы не было ни повышения температуры, ни каких-то дополнительных реакций где-то на коже. В общем, если все остальное как бы нормально, малыш чувствует себя хорошо, то, естественно, как бы это нормальная реакция организма. Вот, как-то так. У нас в какой-то момент ночничок был прям вот таким мощным, он лопнул в какой-то момент, я очень ждала этого, потому что уже прям вот пугало то, как это все выглядит. Гной может собираться тоже несколько раз выходить вот периодически, но с каждым разом он уже будет уменьшаться, то есть в какой-то момент достигает пика и становится все меньше, меньше, меньше. И вот сейчас у нас уже такое прям вот лайтовое совершенно покраснение, уже там как, гною тоже уже не собирается, как бы видно, что там просто как формируется, наверное, да, как от болячки какой-то такой вот рубчик. Такая реакция от прививки для иммунитета, это нормально. И все это может длиться вообще до полугода, то есть не пугайтесь, что это так долго, да, но вот такая вот особенность. Потом хочется рассказать еще про стул малыша, да, то, что у нас находится в памперсах, про то, как она уничтожает винни-пухов, вот. Тоже периодически я немножко волнуюсь, слежу за стулом, но так как мы находимся на грудном вскармливании, тоже на всякий случай я уточняла, смотрела, что 1 стул в 2 дня, это тоже нормально, что не стоит волноваться, вот если вдруг будет как бы задержка больше, чем день, вот, то тогда уже нужно будет проконсультироваться с педиатром, а вот такая вот реакция, это тоже совершенно нормально для малыша, вот, потому что у нас очень часто бывает, что и каждый день у нее стул, бывает, что вот у нее такая вот задержка, и стул идет как бы через день, причем очень мощно, вот мы уничтожаем не один памперс и можем как бы и одежду испачкать, да, малыш, вот у нее бывает так, что она прям вот какой-то супер взрыв делает, в общем. Ну и хочется еще рассказать про газики и колики. Я думала изначально, что это одно и то же, но нет, есть разница. Газики такая более легкая, наверное, форма, когда вы можете при кормлении чувствовать, что воздух циркулирует по животу ребенка, вот это значит, что, скорее всего, газики, плюс обычно они не так, чтобы прям вот ярко беспокоит малыша, то есть у вас не будет 3-часового плача и вот этой вот истерики, которая характерна больше для колик. У нас малышка в этом плане больше кряхтела как раз по утрам, вот, и поджимала ножки. Малыши сами изначально еще не умеют, да, как-то выпускать газики, вот, и им нужно помочь. Для этого делают как раз массаж, и перед кормлением еще очень полезно выкладывать на живот, и после кормления держать столбиком. Вот какие-то такие манипуляции, они обычно помогают как наладить пищеварение, плюс помочь ребенку, да, осознать, что стоит делать с организмом, чтобы помочь себе тоже, да, выпустить газики. Вот. У нас не было каких-то таких прям вот колик, не было затяжных плачей, вот нам повезло в этом плане, вот у нас только газики. Вот. Но они тоже, естественно, причиняют дискомфорт, вот, поэтому какие-то такие процедуры я стараюсь делать, чтобы тоже как-то облегчить ее страдания, вот, и сейчас я, кстати, заметила, что она прям вот сама уже умело так, да, дергает ножками, чтобы как раз выпустить вот этот лишний газ, отлично пропрыгивается, вот, поэтому в этом плане стало гораздо проще, в общем, как-то так. Ну что ж, это все какие-то моменты, которые я хотела рассказать, надеюсь, что вам было полезно, вот, пишите в комментариях обязательно, что было у вас, может быть, у вас были колики или газики, как вы с этим справлялись, может быть, это поможет другим мамам, которые смогут прочитать комментарии, вот. Ну, а мы пойдем развлекаться дальше. Вот, увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока!